Слава Украине, привет всем от Полонского. Днище за днищем. Никогда бы в жизни, еще 2 месяца назад, не подумал бы, что буду это говорить по отношению к президенту Великих Соединенных Штатов Америки. Может, уже не таких великих, не знаю. Только что Трамп... Знаете, уже я же сегодня записывал о нем ролик там, на другую тему, но тем не менее, думается, ну все, уже там он потрындел что-то, успокоился, там, принял таблетку, пошел, сходил, покакал и перестал пороть чушь. Вы знаете, не, сходить сходил, но продолжает пороть. Надо сказать, что он сейчас принимает в Белом доме приехавшего в пиджаке, в костюме президента Сальвадора Букеля, того самого, который построил там мега-тюрьму, и куда высылают из Соединенных Штатов людей, знаете, ну, по поводу и без повода, с моей точки зрения, потому что одно дело, когда ты высылаешь венесуэльских бандитов, другое дело, когда ты высылаешь людей, которые, ну, просто везли, не знаю, там, таможенных правил, везли какую-то мишуру через таможню, да, имели там грин-карту, а их под руки и туда. Короче говоря, разные случаи, есть совершенно дикие случаи. Вот, эта тюрьма, она самая... славится, она самая передовая, если можно так высказаться, потому что это такой электронный концлагерь, да, с одной стороны, вот, а с другой стороны, одна из самых свирепых в мире. И, собственно говоря, этот президент Сальвадора пошел на то, чтобы ради сближения с Трампом, кстати, с следующими президентами это сближение ему засчитывать не будут, да, ради сближения с Трампом он, значит, согласился принимать людей, которые не нравятся Трампу в США и которых туда, еще раз говорю, высылают под различными, иногда очень сомнительными поводами, да. Вот, и да, надо еще сказать, что в начале встречи, ну, я же сказал, что этот чудик был с пинжанаком, все как полагается, да. То есть вопросов к нему не было в этом плане. Вот, редкоземельных металлов там тоже нет, так что все хорошо. Вот, единственное, что меня несколько смутило, это боевая раскраска Трампа вот в этот день, как-то совсем он коричневый, ну, просто, знаете, такое впечатление, что он всю жизнь прожил где-нибудь в Мали или Мавритании, приехал вот и... Ты ему объяснишь, что так не очень красиво? Ну ладно, в принципе. О вкусах не спорят, бог с ним. Это не ролик, конечно, не о том, что он переборщил с искусственным загаром. Да. Так вот, он выдал несколько абсолютно ненормальных вещей, которые вот, мимо которых пройти совершенно невозможно. Цитата. Конечно же про нас. А про кого вы думали? Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Вы не начинаете войну с кем-то, кто в 20 раз превосходит вас по размерам, а потом надеетесь, что люди дадут ракету. Опаньки! Когда мы начинали войну, понимаете, что у него в голове? Это я себе представляю, если бы это был 1939 год, что бы он сказал в Польше. Когда вы, поляки, начинали войну с Германией и с Советским Союзом одновременно, вы должны были понимать, что Советский Союз и Германия вместе больше вас раз в 30. Раз в 30. Зачем вы начинали войну против них? Вы представляете уровень идиотизма? Да, это сегодня, это говорит не какой-то чувырло, я не знаю, там, с водокачки. Это говорит президент. Хотя чувырло с водокачки в этой ситуации, наверное, выглядел бы предпочтительнее, может, поумнее. А знаете, почему он так сказал? Ну, понятно, Украина у него виновата просто абсолютно во всем. Я же говорю, даже в том, что вот он сегодня переборщил с загаром, я уверен, что виновата Украина. Ну, а кто же еще? Кто еще? Это понятно, тут никто не спорит. Да, просто... Знаете, иногда просто не знаешь как на это уже реагировать. Просто, да, к чему он это говорил? К чему? Зеленский же его попросил. Говорят, хорошо, ты не хочешь нам помогать. Окей, это нормально. Не хочешь давать помощь. Хотя это ненормально, потому что есть Будапештский меморандум, по которому ты обязан нам помогать. Не хочешь. Продай. Продай ракеты. Ты же любишь дил, ты любишь сделку. Продай ракеты ПВО, нам нужны ракеты ПВО. Тут же этот негодяй рассказывает, что прилетело по Сумам
по ошибке прилетело по СУМам. Да, и нечем было сбивать, конечно же, нечем было сбивать. Вот. А теперь, говорит, ты бегаешь и просишь ракеты ПВО. Не просишь, а просишь купить ракеты ПВО, чтобы сбивать ракеты от твоего друга Путина, который их посылает по нам. В то время, как ты говоришь, что у тебя все на мази с переговорами. Ну вот так. То есть вы понимаете, да? То есть фактически на сегодняшний день, если так разобраться, Соединенные Штаты Америки, которые являются гарантами по Будапештскому меморандуму, отказываются, по словам Трампа, продать, не подарить, нет, продать, вот это мы уже говорили о продаже, продать ракеты ПВО Украине, чтобы мы могли защитить свое население от другого гаранта по Будапештскому меморандуму. Блестящие мировые отношения, блестящая мировая политика, конечно. При этом Трамп, ой, Путин у него хороший. Путин, это ж, посмотрите, он меня уважает, да, при мне он бы не напал, вы что? Конечно, не напал бы. Ага. С 16 по 20 год войны что, не было? Ну, он не в курсе, он дедушка старенький, он не в курсе, да? Да. То есть он, представляете себе, он считает, что это мы начали войну. Ну и другая фраза. Байден мог бы это остановить, Зеленский мог остановить это. Ну мы и останавливаем, когда на нас пошли танки, мы останавливаем, да. Путин не должен был начинать, все виноваты. Гитлер не должен был начинать, все виноваты, идите твою налево. Я честно, ну, ребята, ну, это когда читаешь, это, понимаете, это, мало того, что это цинизм высшей пробы и скотство, но это еще и показывает абсолютную безграмотность персонажа, который это говорит. Тупость и неудство. То есть человек вообще не ковырялся в историю, ничего не знает. У него кругозор хомячка. Он вообще ничего не знает. И он пытается о чем-то рассуждать мозгом, в котором нет знаний. И вот он руководит на сегодняшний день. То есть его выражение, его мысли, это, знаете, мысли школьника, второклассника, там, 6 класса приблизительно, может, 7. Хотя 7 уже, наверное, поумнее будут. Вот 6-7 класс, они глупые, у них гормоны бьют голову. Вот, и неплохо учатся, и вот не знают ничего, но зато из них самомнение прет. Самомнение прет это самое. И вот тут же тоже, да, все виноваты, говорит. Гитлер не должен был начинать. Все виноваты, и Польша виновата, и Гитлер виноват, и СССР, все вокруг виноваты. Понятно, да? Вот, собственно говоря, до чего дошли. И в качестве шантажа, вы же посмотрите, что он придумал. На самом деле, единственное, плевал он, конечно, на Украину, плевал он на все, он лицемерит, он лжет на каждом шагу. Единственное, что его в этой ситуации почему-то и заинтересовало, я не знаю, откуда он это взял, что у нас это есть, это редкоземельные металлы. Ну, блин, он почему-то думает, что у нас тут клондайк. Вот. И чтобы заставить Зеленского подписать договора, вот эти вот кабальные, которые несправедливые, которые просто, ну, я уже об этом говорил, это африканские договора с 19 века. В 20 веке уже такого никто не подписывал, дерьма. Вот. Он хотел, значит, наложить санкции на Зеленского, на все окружение Зеленского. То есть сначала шла речь о Ермаке и еще 17 людях, потом вообще на 279 человек наложить санкции. Ну, это вообще уже, ребята. То есть, вы заметили, сколько он санкций дополнительных наложил на Путина? 0. А? Все санкции Байдена идут. Зато на Зеленского он хотел накладывать санкции. Зачем? Чтобы получить материальную выгоду. Чтобы мог грабить Украину, чтобы Зеленский подписал ему вот эти вот кабальные соглашения, и чтобы он мог разграбить у нас абсолютно все. Вот так вот. То есть, ну вот американцы, ну вот кого вы избрали, это же не я выдумал, это вот сегодня он своим языком это все сейчас намолотил, да, и как к этому относиться? Вот таким же образом и относиться. То есть, ну что вам сказать? Из ранга, сначала вроде были Соединенные Штаты в ранге нашего союзника. Потом, как сказал Трамп, мы не союзники, мы, говорит, мы посредники. Переполз в ранг посредников.
Теперь он уже плавно пересаживается в другую сторону, потому что он хотел, оказывается, вводить санкции, а против Путина он ничего не хотел. Путин вообще хороший чувак. Что, вообще, что к нему пристали? Вообще-то войну начал Байден и Зеленский, ну, исходя из слов Трампа. Так это выглядит. Вот, то есть он уже плавно перетекает в другой окоп. Знаете, как дерьмо из трубы в трубу. Вот, поэтому, конечно, ни о каких договорах с этими товарищами и речи не может идти. Еще один момент, посмотрите, отказывается нам продать ракеты ПВО. Гарант по Будапештскому меморандуму. А теперь у меня вопрос, а на ком тогда кровь украинских женщин и детей? А? От российских ракет.